Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание фотографиям. Поговорим о том, что несет какую информацию фотография, почему нельзя фотографии оставлять, дарить и так далее. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените и кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они знают эту важную информацию. Вы знаете, фотографии – это не просто какие-то картинки или изображения. По сей день есть люди, которые считают, что фотография может забирать человеческую душу. И это отчасти такое суеверие, к сожалению, не опровергнуто. И даже многие эзотерики фиксируют энергетическое поле. Поэтому с помощью фотографии можно устанавливать невидимые связи с вами и с вашим энергетическим полем. Как бы это сейчас не звучало, возможно, магически и удивительно, но так и есть. Поэтому изображение любого человека можно вызвать с помощью фотографий или других материальных систем на расстоянии, для того, чтобы увидеть этого человека, что у него на данный момент происходит, или нанести какой-то вред именно тому или иному человеку. Поэтому фотографировать людей без их согласия в первую очередь неэтично. Поэтому, чтобы защитить себя от поругания, от проблем, от порчи, сглаза, в первую очередь необходимо бережно хранить свои фотографии. Поэтому не оставляйте свои фотографии где попало. Храните их в альбомах, не отдавайте, не делитесь ими, особенно с незнакомцами или с людьми, которых вы не знаете, или, возможно, знаете, но, знаете, доверяй, но проверяй. Также свои фотографии никогда не рвите и не выбрасывайте, потому что если это и произойдет, то восстановить фотографии бывших супругов, партнеров будет сложно. Поэтому, если сам человек не желает вам ничего плохого, то никто не может нести ответственности за его будущее и будущих ваших друзей и близких. Как говорится, кто его знает, что у того или иного в человеке в голове. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Конечно, сейчас кто-то скажет о том, что в мир современных технологий глупо было бы ожидать, что если кому-то что-то понадобится, никто не найдет вашу фотографию. Ну хорошо, поищите любую фотографию в интернете. И в этом случае, конечно, вам следует ее защитить перед тем, как выкладывать. Это можно сделать с помощью различных программ, которые умеют редактировать фотографии. И примените, например, какой-то небольшой, какой-то невидимый фильтр. Кто пользуется Инстаграмом, например, он знает о том, что там есть возможные фильтры, которые могут изменить какой-то оттенок, фон фотографии, и значительно изменить даже в какой-то степени энергетическое поле, потому что вы наносите специальные эффекты, и, соответственно, человек, который будет пытаться нанести что-либо плохое на вашу фотографию, он не будет знать, насколько эта фотография изначально была изменена. И это устранит риск, все еще может быть вредным, и немного уменьшит эффект, который отвлечет от вас негатив. Поэтому фотография также может быть защищена, если вы скрестите руки или ноги во время съемки. Тем самым вы заблокируете свое энергетическое поле, и никто не сможет подцепиться и, например, считывать с фотографии информацию. Фотографии дома, себя и близких лучше всего защищать от просмотра любой надписью на лицевой стороне. Но это не обязательно должна быть какая-то четко видимая надпись, но это также, возможно, им сможет исказить энергетическое поле, и фотография больше не будет такой уязвимой.
Привлекают внимание вот блестящие зеркальные рамки. Вот они тоже могут вам помочь в защите фотографии. Конечно, результат тут будет не стопроцентный, потому что все равно настоящий колдун или ведьма все равно попытается справиться со своей работой на отлично. Но опять же, если колдун или ведьма не будут знать первоисточника этой фотографии, то все-таки они могут нанести уже с какими-то искажениями. Помните и о том, что упавшее фото, разбитое стекло фоторамки также предвещает катастрофу и предупреждает человека на фотографии о надвигающейся какой-то угрозе. Если на фото есть муж и жена, то это как вариант, что в скором времени может быть развод. Поэтому вам нужно быть внимательным, осторожным и из-за любого повода не начинать ссоры и скандалы. Однако, если фотография упала и ни одна, ни рамка, ни стекло не были повреждены, а такие случаи бывают, согласитесь, то опасности никакой нету. Если вы видите пятна на одном и том же человеке, на нескольких фотографиях, то знаете, это нас предупреждает о каких-то заболеваниях. Если пятна или полосы появляются только на одной фотографии, то здесь ничего загадочного, просто фотография, вот за счет того, что прошло какое-то время, на ней появляются полосы. Пятна вокруг человека предупреждают об угрозах со стороны окружающей среды. Если вы увидели затемненную фотографию, на которой изображен человек с кем-то, кого уже нет в мире живых, то эта фотография предупреждает человека живого, что ему нужно быть более осторожным и более внимательным. Учтите, что фотографии могут быть просто еще и низкого качества, поэтому не паникуйте. Далее, никогда не давайте любимому человеку свою фотографию и не просите ее. На фото одного человека только должна быть его энергия. Поэтому собеседник, глядя на нее, со временем начинает смотреть на любимого не как на партнера, а как на сущность. Поэтому, если вы хотите сфотографировать любимого человека, сделайте фотографию, на которой вы находитесь вдвоем. Все-таки это ваш союз, и, соответственно, таким образом энергия гармонии и изобилия вашего союза, она будет удваиваться. Также фотографии не старайтесь никогда размножать или увеличивать, потому что фотографии могут использоваться в черной магии. И фотографии старайтесь поменьше публиковать в социальных сетях, потому что сейчас такая вот мода, тот же Инстаграм, те же социальные сети. Старайтесь поменьше показывать свою жизнь, показывать фотографии людям, с которыми особенно вы не дружны и не доверяете. И также не фотографируйтесь никогда в тех местах, где вы чувствуете, что есть негативная энергия или, вот, например, вам не хочется. Также, если у вас есть маленькие детки, то не публикуйте и не давайте никому фотографии с малышами. И не фотографируйте себя во время беременности и не пока. То есть эти фотографии, они должны остаться именно с вами, а не для общего обозрения. Также, если у вас получилась фотография, и она была размытая, но это не в том случае, если у вас дернула рука, то знаете, что такая фотография предупреждает о какой-то болезни. И также никогда не фотографируйтесь с тем человеком, кто уезжает в долгое или далекое путешествие, потому что по народным приметам человек может просто не вернуться. Вот такие, друзья, народные приметы и суеверия нам остались от наших бабушек и дедушек. Ваше право их соблюдать, не соблюдать, но то, что они есть и они работают, это факт.